Наше дело требует жертв. Мне здороваться? Градус. Не люблю это слово, но здесь просто не могу не использовать. Кринжа. Так, не надо! Будет очень высок в этом видео. Но ничего, выше, чем обычно. Хотя куда уж выше. Всем привет, друзья, с вами я, Брайан. Не обращайте внимания на мое лицо, просто по мне проехался грузовик. А это моя, подожди, матерь. Почему это матерь? Матерь Наталья. Когда Кринж переиграл начался. в Resident Evil. Короче, ребят, честное слово, всем здравствуйте. Я вообще не знаю, зачем он меня сюда позвал. Говорит, сядешь перед камерой и все узнаешь. Вот сижу, жду. Просто я специально не говорю идеи для видео, чтобы она не позвонила мне, чтобы она... Не позвонила в полицию? Чтобы она не сказала, фу, какое говно, я не буду в этом сниматься, как она обычно это делает. Вот, поэтому я ее ставлю перед фактом уже перед камерой. Я знаю, ребят, что вы ждали кое-чего другого. Скетч по маминому сценарию. Да. Но, к сожалению, я был занят короткометражкой. Прям кринжово будет? Да, это шутка. Ну ничего себе, шутка, я тут напряглась. И правильно, потому что это будет ролик соревнования. Челлендж, я бы сказала. Любишь челленджи? Угу. Спортивный интерес. Это во мне есть. И сегодня мы проверим, у кого лучше вкусовые рецепторы на Вкусовые языке. сосочки? Будем радовать. Тынь, градус поднялся. В этом видео, точнее для этого видео я подготовил несколько позиций продуктов, аналогичных по составу, но разных по цене. Дорогие и дешевые Продукты, да. продукты, еще и с закрытыми глазами? Нет, не закрытыми, просто без упаковки. Мы должны будем угадывать, что из двух позиций было куплено за не очень дорогую цену и что за капец какой оверпрайс. Хочу сказать, что я согласилась сниматься только потому, что человек день и ночь работает над своей последней кнопкой, правда. Я его не вижу, не слышу. Прям радуешься, да? Наконец-то. Я купил воду. Воду? Да? А что, она какая-то разная на вкус? За рубль или за 100? Ты думаешь, она разная на вкус? Ну вот и проверим, это же интересно. Мать гостя пришла, он водой поить собрался. Ну, лучше бы вина тогда купил. Шучу, алкоголь это зло. Яблочный сок. Что-нибудь посущественнее. Чипсы. Мороженое. Шоколад. И напоследок жвачка. Давай Жвачки? чикаться. Камень, ножницы. А почему, кстати, вот Настя не знала, что такое чикаться? Давай чикаться. Это что за такое? Ну, типа, ну. Ладно, не надо, ешь первым. То есть это только в кинеле так говорят? Нет. Нет? Я просто много слов, которые в итоге оказываются неприменимы в Чикаться современном... это у нас даже в советском детстве было чикаться. Да. Да. Серьезно? Интересно. Я говорю? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ты-динс. Я выиграла. Чего? У тебя же колодец. Это камень. Видимо, у нас в семье все плохо с этой игрой. В общем, давай просто. Давай ты первая. Что ты выбираешь? Я? Да. Ну, Что ты хочешь естественно, угадать? мороженое. Уверена? Абсолютно ли. Alright. Возможно, чересчур очевидно. Но поэтому я попросил пробовать закрытыми глазами. Какое-то очень сладкое. Вот это дорогое, потому что здесь сливочный вкус. И что? Короче, я не поняла. Вот это мне на вкус, оно понравилось больше. Но это не игра в то, что понравилось больше, а в то, что на вкус дороже. Тогда вот это, потому что тут орехи. Прошу, вот ваша вода. Shut up! Ну? Shut up! Что, что-то сложно. Я не могу понять, то есть... При том, что я из-под крана воду должен узнавать, я ее каждый день пью из-под фильтрованного крана, но я не могу различить. Ты сейчас уже это всю выпьешь, но еще описишься. Это дорогая вода, а это из-под крана. Как ты? С чего ты решил? Ну,
почувствовал. Ну, под температурой они немного разные. То есть ты решил, что та, которая холоднее, это бутылочная, Да. а которая теплая из-под крана. Да. И так сделал это. Да. Ну, это логически, если мыслить, а мы говорим, что ты должен почувствовать. Так и по вкусу, я же говорю, вообще разницы практически нет. Это из бутылки, это из-под крана. Да, Правильно? да. Ну что ты Ну, выбираешь? чипсы. Чипс? Да? Ты же у нас в чипсах эксперт, а я нет. Держи. Ой. Молодец. Видишь, я не умею есть чипсы. Как ты говоришь, АСМР? Уже не актуально. Как я должна определить, какой продукт дороже? Ну, какой, возможно, менее химозный, какой более химозный? Либо по качеству картофеля, может быть, по ломтикам, какие Ну, смотри, аккуратней. Эстетически вот эти выглядят, ну, более. А на вкус? Вот эти вот как будто бы больше прожаренные, они больше похожи на картошку. А вот здесь очень приятные специи. Но те более натуральные на вкус. Да, а тут соли больше. Когда больше добавляют вот всяких специй, сахара или соли, это значит хотят скрыть какой-то дешевый продукт, из которого сделан. Угу. Поэтому, наверное, дороже вот эти. То есть логически решила бить, да? Молодец! А я ведь надеялся, что ты распознаешь, потому что видно, что это Принглс, а это как будто какие-то дешевые лейс, но на самом деле эти чипсы стоят 400 рублей. Ничего Вот себе. за такую маленькую баночку. Дай попробуем, мне, кстати, Попробуй. интересно, на что потратил 400 рублей? Запей водой за 300. И вот он твой ужин ресторанный. Какие-то Йоркшайр, вот это Это, наверное, йоркширский какой-то... Терьер. Нет. Они прям вкусные. Так, я пошла. Шоколад? Мне кажется, шоколад труднее угадать, какой дорогой, какой нет. Давай, но только сложность в том, что я запомнил, как выглядит дорогой. Ты можешь его раскрошить на кусочки, как и дешевый, чтобы я вообще не мог Может, понять? мне его на терочке поделить? Ну, я просто по размеру ломтика смогу понять, так что немножко раскроши все-таки. Alright, мам? Мам? Мисс Вкусно. очевидность? Нет, не так очевидно, кстати. Кажется, мне понадобится еще один кусочек, чтобы понять. Возможно, придется съесть все. И мы так и не сможем прийти к какому-то очевидному... Болтать прекращай, говори быстрее. Это дешевый, это дорогой. Так, но перед тем, как ты получишь следующую позицию, я ненадолго отойду, ладно? Ты куда пошел-то? А пока решил отойти в туалет, я вам расскажу про одну крутую игру. Да, у меня ноут в туалете. А у вас нет, что ли? Новые странные. War Thunder. В этом военном онлайн-экшене есть все, чтобы увлечь себя на каникулах. Самолеты, танки, корабли, вертолеты. И можно комбинировать разные типы техники в одном бою. Также свою технику можно улучшать и настраивать ей внешний вид, чтобы выделяться среди других игроков. Сражения в War Thunder охватывают весь мир и разные эпохи. И это все с улучшенной графикой, обновленными эффектами, реалистичным небом и достоверным звуком. Так что прокачивайтесь и побеждайте. А главное, игру постоянно обновляют. Вот недавно добавили новую уникальную ветку с южноафриканской техникой, самолет с изменяемой стреловидностью крыла и многое другое. Звучит круто! Скачать War Thunder можно абсолютно бесплатно по ссылке в описании и заодно получить крутые бонусы от меня. Макс, они вообще не отличаются вкусом. Да не может быть. Пахнут яблоками. Одинаково. Вот этот очень кислый. О чем это говорит? Он более натуральный. Уверена? Вот этот дорогой. На все 100. Сейчас еще раз. Ну да, вот поэтому ты мне сказал. А зачем посмотрела? Он с Ладно. осадком, то есть он натуральный. Ну да, судя по всему. А этот прозрачный. Это даже на ощупь такая дорогая уже, такое Ну-ка, ощущение. и чё там ощупь? Подожди. Одинаковые они на ощупь. А, ну да. Ну, на ощупь. Мятная. Ну, я и ту мятную взял. Пробуй другую. Куда плевать? В меня сейчас что вселилась Вика с Востока. Девочки! Он плюнул мне в лицо! Ну, это довольно-таки сладкая была.
Ну, это дешевая. Почему? Не знаю, просто мне так кажется. Такое ощущение, что я когда-то пробовал эту жвачку, и она довольно-таки стандартная на вкус. А эта, она тоже довольно-таки стандартная, но она такая более насыщенная. Но если следовать твоей логике, что дешевые продукты обычно, они более насыщенные, потому что там усилитель вкуса и всякая прочая херня, но я не думаю, что это свойственно жвачкам, поэтому все же мне кажется, что вот это дорогая, зеленая, а вот это дешевая. Угадал. At this point видео перестало иметь какой-либо смысл, потому что это уже больше не челлендж, не соревнование, мы все угадывали с первого раза, я не знаю, как так получилось, пожалуйста, я не знаю, что делать, подписывайтесь. Это был очень незабываемый экспириенс, я не знаю, как описать свои эмоции. Какой вывод мы можем сделать? Что дорогое всегда лучше дешевого. А какая у тебя цель была, когда ты это видео снимал? Но я думал, что некоторые дешевые продукты... я не знаю, какая цель у меня была. Я просто хотел что-то снять. Потому что мне сейчас вообще не до креативных идей для канала. Да. Просто ешьте здоровую, полезную пищу, которая вам нравится. И радуйте свои вкусовые сосочки. А не важно, дорогая она будет или дешевая. Я знаю, как я это смонтирую. Ешьте пищу и радуйте свои сосочки. Только попробуй. Все, спасибо, накормил, напоил, я поехала. Ступай, матерь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы знаете, что делать. Не пропустить последнюю кнопку 2. Ну а с вами был, как всегда, Брайан. До скорой встречи.